Ровно год исполняется сегодня со дня убийства 34-летнего Александра Трайковского. Он стал первым погибшим во время протестов, вспыхнувших после президентских выборов. И хоть глава Следственного комитета Иван Носкевич в феврале этого года признал, что в Трайковского стреляли силовики, уголовного дела по его убийству так и не было возбуждено. А мужчину обвинили в провокации силовиков, что якобы стало причиной выстрела. По словам жены Александра Елены Герман, ей также отказали в проведении служебной проверки лиц Следственного комитета и не отдают вещи мужа, в которых он находился в момент своей гибели. Елена уверена, что убийца Александра будет наказан, но не при нынешней власти, так как это попросту не дадут сделать. Важно отметить, что у погибшего, кроме жены, осталось двое детей, одному из которых 4 года. После случившегося неравнодушные люди со всего мира начали собирать Елене деньги, однако государство сочло это личным доходом женщины, и теперь ей придется выплатить подоходный налог в размере $4500. Семья могла бы получать пенсию в связи с потерей кормильца, но так как уголовного дела против силовиков, которые убили Александра, не возбуждено, подать иск о возмещении вреда невозможно. Ни Минский городской совет депутатов, ни министр по налогам и сборам, к которым обращалась Елена Герман, не посчитали это достаточным основанием, чтобы освободить ее от уплаты подоходного налога. Напомним, Александр Трайковский был убит во время протестов около станции метро Пушкинская. Первоначально нелегитимная власть попыталась доказать, что в его руках взорвалось взрывное устройство. Однако на опубликованном в СМИ видео четко видно, что в мужчину стреляют. После произошедшего около станции метро Пушкинская образовался народный мемориал Трайковского. Однако позже силовики его уничтожили, а всех, кто пытался почтить память убитого, задерживали и давали разные сроки, вплоть до 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Годовщина белорусской революции началась для режима с новой волны санкций. О введении мер против лиц и предприятий, которые нарушают права человека, свободу мирных собраний и доступа к интернету, заявили США, Канада и Великобритания. Так, под американские санкции, вступившие в силу с 9 августа, попали около 40 компаний и лиц из окружения нелегитимного. Однако есть и личный указ президента Байдена о формировании списков на секторальные санкции. На его подготовку может уйти около полугода. Именно этот перечень может оказаться самым болезненным для режима. А дело вот в чем. Представленный в указе американского лидера формат предполагает всеобъемлющие санкции, близкие к иранскому варианту, с последующими вторичными мерами. Это значит, что любая компания, которая будет сотрудничать с опальными бизнесами или госбанками Беларуси, автоматически попадет под санкции. От этого пострадают в первую очередь российские кредиторы режима, их ожидает максимальное жесткое регулирование. Фактически следствием второй волны американских санкций станет полное обрубание всех кредитных линий от российских банков, что доставит много проблем обеим сторонам. И не факт, что, столкнувшись с такими последствиями, кремлевский хозяин продолжит кормить своего друга Сашу. По поводу санкций из Великобритании стоит отметить, что это достаточно серьезный пакет контрмер против преступников режима. Он включает запрет на оказание технической помощи самолетам Лукашенко и его свиты, сферу калийных удобрений, нефтепродуктов и товаров, используемых в производстве сигарет, а также запрет на покупку ценных бумаг и выдачу кредитов режиму. Кроме того, под санкции вновь попал друг Лукашенко, российский олигарх Михаил Гуцериев, бизнесы которого уже серьезно пострадали после введения 4-го пакета санкций Евросоюза. В свою очередь, Украина рассматривает вариант полного прекращения дипломатических отношений с режимом и присоединения к санкциям. С такой инициативой выступил нардеп Алексей Гончаренко, которого возмутило признание Лукашенко на вчерашней 8-часовой пресс-конференции о том, что он лично дал разрешение на допрос с террористами из самопровозглашенной ЛНР журналиста Романа Протасевича. В настоящее время прокуратура Украины проводит проверку по данному факту. Ее итогом может стать заведение на нелегитимного уголовного дела. В Беларуси фальсифицируют не только выборы, но и статистику по смертности. Это далеко не случайная погрешность, а умышленное занижение данных по смертям от ковид почти в 15 раз. Такую информацию смогли получить киберпартизаны, взломавшие в рамках операции «Жара» систему АИС-паспорт. Данные по реальным смертям радикально разошлись с тем, что публикует Белстат. Канал в настоящее время проанализировал полученные сведения и особое внимание уделив критерию избыточной смертности, который является золотым стандартом определения масштаба
масштабов пандемии. Для того, чтобы узнать количество предполагаемых смертей от коронавируса, из данных по реальной смертности вычитается прогнозируемая смертность на основе сведений предыдущих лет. Так, в 2020 году в Беларуси скончалось 145 тысяч человек, что на 25 тысяч больше, чем прогнозировалось. При этом официально в прошлом году Минздрав признал менее 1500 смертей от ковида. Это значит, что статистику занизили почти в 17 раз. По мнению экспертов настоящего времени, это говорит о самом высоком коэффициенте недоучета смертельных последствий пандемии во всей Восточной Европе. Стоит отметить, что на днях Геббельс ТВ выкатила многосерийный сериал, в котором всячески пыталась обелить действия преступников режима. В нем пресс-секретарь нелегитимного Наталья Эйсмонт изложила свое видение ситуации с пандемией. Из ее слов можно сделать вывод, что локдауны – это для слабаков. Дескать, на волне ковида можно было бы закрыть всех белорусов по домам и вообще отменить выборы. Но самодержец решил пойти другим путем. Итог – одна из самых высоких смертностей от болезни в Европе, которая смогла снизить свои показатели как раз с помощью жестких ограничительных мер. И самый масштабный политический кризис в стране. Как говорится, дай дураку руководить страной, и в ней живых не останется. Белорусские силовики – это особо ранимая каста слуг диктатора. Именно они инициируют огромное количество политических дел, связанных с оскорблениями. Один из таких процессов поражает своим цинизмом. На скамье подсудимых оказалась молодая мать в декрете Татьяна Зверко. Женщину обвинили по 2 статьям Уголовного кодекса об оскорблении президента и представителя власти. А началось все с сообщений в одном из телеграм-каналов, где Татьяна эмоционально отреагировала на фото замначальника Лидского РУВД Дениса Жинко, отдававшего приказы ОМОНу. Стоит отметить, что с обиженным силовиком женщина была лично знакома около 10 лет. Она также написала представителю нелегитимной власти в личные сообщения, что ненавидит его, а тот ответил, что Татьяна еще пожалеет о таких словах. И слово офицера сдержал. Жинко не остановила то, что Зверко кормящая мать, а ее сыну не исполнилось и 2 лет. Впрочем, и для судьи Кашко это не стало смягчающим обстоятельством. Обвиняемая, которая до декрета работала в Лидском райисполкоме, до последнего надеялась на домашнюю химию и не нанимала адвоката. Однако реальность оказалась куда суровее. Ей назначили 1,5 года колонии и задержали прямо в зале суда, не дав попрощаться с сыном и дочерью. Сейчас старшая дочь осужденной Анна оказалась 1 на 1 с огромными проблемами. Помимо лишения свободы, суд назначил ее матери штраф в 2000 рублей в счет компенсации страданий якобы оскорбленных персонажей. На сайте фонда Байсол идет сбор средств на помощь этой семье. Ссылку на него мы оставим в описании к этому видео. Аукцион eBay временно заблокировал аккаунт, на котором продается медаль Кристины Тимановской. Связано это с рекордно большим количеством просмотров страницы. Дело в том, что новость о продаже медали разлетелась по всему миру и была опубликована в таких крупных изданиях, как американская платформа Reddit. Лот был выставлен вчера, его начальная цена была $5000, но уже к концу дня она превысила 20 тысяч. На данный момент фонд спортивной солидарности пытается связаться с eBay и разблокировать аккаунт легкоатлетки. Напомним, Тимановская продает серебряную медаль, которую выиграла на Европейских играх в 2019 году в Минске в командном забеге. Все средства от продажи медали перечислят в Белорусский фонд спортивной солидарности. Друзья, в четверг в 20:00 на нашем втором канале Маланка Лайв включайте ток-шоу «Народ спросит». Я и мой коллега Андрей Микрюков пообщаемся со спикерами на предложенные вами ранее темы. Каков эффект от санкций, чем на сегодняшний день занимается Координационный совет и как можно помочь протестам. В рамках этих тем предлагайте свои дополнительные вопросы в чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своих экранах. Не забывайте также подписываться на наш второй канал, потому что впереди вас ждет множество новых проектов, один из которых уже стартовал в пятницу под названием «Маланка Арт». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное. До встречи завтра и живи Беларусь!